Всем привет! Сегодня хочу рассказать о скандинавском качестве кробры на 3 ремисках. Давно мечтала попробовать, прям очень мне нравятся узоры. И вот у меня появился станок Эшфорд настольный с бёрдышком. Я такая счастливая, довольна, думаю, ну наконец-то, сейчас я буду ткать. Чего там 3 ремиски всего, легкотня. Но не тут-то было. Дело в том, что информации на русском языке прям вообще очень-очень мало. И то, что есть, оно мне никак вообще не помогло. На английском информации, конечно, больше, но она, не знаю, как-то не так не структурирована, как-то не наглядно. В общем, я толком не поняла. В общем, потратила я 2 дня, чтобы разобраться. И потом, когда у меня получилось, я на таком запале думаю, надо мне скорее записать видео, пока запал не прошел, рассказать прям вот поэтапно, с самого начала, начиная от заправки станка и заканчивая готовым полотном, показать все прям этапы, наглядно, чтобы это было просто и понятно, потому что это на самом деле не сложно. Я думаю, что у вас тоже обязательно получится. Перед тем, как заправлять, расскажу, что нам понадобится. Нам понадобятся нитки. В первую очередь нам понадобится станок. Нитки. В основу я беру хлопок ирис. Я не знаю, сколько здесь метров. В общем, ирис. Хлопок лучше брать, а не шерсть, потому что прочнее, шерсть перетирается и очень быстро рвется. Потом, в общем, в основу надо брать нить потоньше, потому что основа будет полностью скрыта утком. В уток беру шерсть. Тут у меня кауни, какая-то полушерсть, я уже не помню, какая остатки. И хлопок с вискозой. Выбирала просто по цветам, чтобы красиво было. Так, еще понадобится нам челноки по количеству цветов. У меня 3. И вот этот челнок я буду использовать. Как бы солнце так закрыть, вот так. В качестве ремиски. Такое подобие ремиски будет. И вот это тоже палочка круглая от детского вот этого икеевской доски, на которой с одной стороны мелом писали, с другой стороны фломастерами. В общем, тоже будет выполнять роль ремиски. Вот, теперь можно заправлять. Как обычно, вот привязала нитку, сейчас попробую одной рукой. О, получилось. Так, на колышек. Что еще книжек принести, поставить, чтобы никуда не укатилась. В общем, заправку вот эту заправляем, как обычно. Я, может быть, внизу прицеплю ссылку, как заправлять станок. У Эшфорд хорошее видео по заправке станка, потому что мне так не очень удобно снимать одной рукой и заправлять. Тут уже начала заправлять, надо заправить, как обычно для полотняного переплетения. Из 2 нитей, одну протянуть в дырочку, а вторую оставить в прорези. В общем, я натянула нити, сделала небольшой заткальник, все как обычно. И бердо сейчас стоит в нейтральном положении, зева нет. Мы его переводим, бердо, вниз, в нижнее положение. Вот у нас открылся зев, и нам нужно вот с этой стороны верхние нити, вот эти нити набрать через одну. Только верхние нити через одну. Первая наверху, вторая внизу. Первая вверх, вторая вниз. Через одну. И так до конца ряда. Можно взять бральницу, у меня ее нет. Тиглицу. У меня есть только челнок. Но это не столь важно. Вот, в общем, подняли мы половину верхних нитей на челнок, в общем.
Это будет у нас как бы исполнять первую ремиску, вот так, если мы повернем. Вторая, это надо будет поднять вот эти нити. Но чтобы каждый раз не перенабирать, сейчас мы сделаем импровизированную ремиску. Нам понадобится такая круглая палочка и веревочки. Сейчас покажу, как их делают. Подсмотрела эту идею Келли Казановой. Он есть, скину внизу ссылку на ее канал. Нужно бердо свободное, можно использовать и это же, только снимать будет не очень удобно. Нужно посчитать, сколько вот здесь у нас верхних нитей поднято на челнок, на мой, на бранец, кого что. В общем, у меня их здесь 20. И только верхние считаем. Ну, потому что верхние или нижние одинаково должно количество быть. Так, 20 штук. И надо таких 20 веревочек сделать. Берем бердушек и завязываем. И таких нам нужно сделать 20 штук. Я, конечно, не буду делать, потому что у меня уже сделано. Сейчас пару штук покажу, как делать. А вы уж там сами. Так. Вот. 2. Таких надо 20. Мне. Вам может быть больше или меньше. Потом их снимаем. Вот они у меня тут на руке и тут еще. И теперь нам нужно поднять на вот эту круглую палочку нити, которые находятся внизу. Не вот эти поднятые, которые на челноке, а которые внизу, вот эти вот вторые. Это у нас первые будут, а которые внизу, это вторые. Вот эти все вторые, это у нас будет подниматься вторая ремиска. Их надо будет поднять при помощи вот этих веревочек на импровизированную ремиску. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. И сюда. Снова сюда. И так до конца ряда. Вот они перенесены все на нашу импровизированную вторую ремиску. И чтобы исключить вариант, что она может выпасть, эта палка, вниз, и придется перенабирать снова, я заклеиваю ее скотчем. Приподнимаю и вот обычным прозрачным скотчем приклеиваю. Все, теперь она никуда не денется. Все, заправили мы наш станок для Крокбред. Будем теперь ткать. Поднимаем ремиску в верхнее положение. Ход всегда один и тот же, меняются только цвета. Вот эта палка, она всегда остается рядом с бердом, а двигается челнок. Первое, значит, у нас ход. Это так вот подвинулась. Палка здесь, челнок здесь. Ну, бранец. Челнок у меня. Нитки нужны мне. Я, конечно же, ничего не намотала. Никаких ниток. Сейчас я, наверное, остановлю на паузу, намотаю нитки и вернусь к вам с полными челноками. Намотала я нити и уже тут немножко даже кое-что сделала. Примерно вот такой рисунок будет, а точнее вот такой. Я сделала схему, чтобы проще разобраться.
Не уверена, что у меня получится прям объяснить. И надеюсь на вашу догадливость, так как уже многие ткут, и надеюсь, что будет все понятно. В любом случае будем ткать, даже если будет ничего не понятно, просто повторять то же самое, и получится полотно. Сверху указаны нити, которые будут находиться внизу, когда мы будем прокидывать уток. А это цвета, которые мы будем брать. Ход все время один и тот же повторяется. Просто нужно запомнить последовательность. Всего 3 способа поднятия там, или опускания берда и вот этих палочек, наших приспособлений. Итак, первый у нас, значит, идет вот последовательность цветов. Красный, белый и зеленый. Получатся у нас такие полосочки. Вот красный, белый и зеленый. Вот такие вот. Для этого нам нужно поставить телефон, чтобы его не держать. Сейчас. Так, повернуть. Так. Для этого нам нужно сначала первый бомбердо находится в верхнем положении. Вот он наверху. Зев открыт. Подвигаем нашу брайлицу, палочку, и поворачиваем ее, чтобы вот вперед, и повернуть, чтобы нити поднялись, которые нам нужны. И открылся зев. Так, стоять. Прокладываем первый красный цвет. Я забыла сказать, что нам понадобится еще какая-нибудь расчесочка типа гребешка, чтобы прибивать, потому что основа очень сильно, чтобы основу сильно не нагружать, прибивая постоянно бердом, проще делать это вот. Но у меня такой вот гребешок, кто-то, я видела, вилкой это делает. Это не суть важно. Главное, чтобы нити не постоянно не махрились, вот когда мы прибиваем бердом. Так, теперь второй. Значит, первый это у нас был вот так, отодвигаем. Второй это поднимаем вот эту нашу палку с веревочками. Второй у меня белый. Прокладываем белый цвет. Опять же прибиваем хорошенько, плотненько расческой или чем-нибудь, что есть. Третий это опускаем бердо вниз. Третий ход. И у меня это зеленый цвет. Зеленым прокладываем. Таким образом у нас получился один ряд, который формируется за счет 3 нитей. Сейчас покажу поближе. Вот, то есть первый, вот как где начинается розовый, начинается наш рисунок. И так надо повторить. У меня получается 1, 2, 3, 3 раза. То есть красный, белый, зеленый. 3 хода, 3 раза повторить. 1 раз сделали, еще 2 раза. Опять первое пододвигаем, поднимаем. У меня красный первый. Красный, белый и зеленый. Первый красный. Второй опускаем, второй ход, вот это убираем, поднимаем наши веревочки. Это будет второй. И последовательность всегда будет такая. Второй у меня белый. Прибиваем. И третий опускаем вниз. Это будет зеленый. У нас уже два ряда. Так, теперь и третий раз повторим. Бердо в верхнем положении. Вот оно в верхнем положении. Пододвигаем, поворачиваем.
Снимай палочку нашу. Белый. Третий вниз это зеленый. Здесь я нить, здесь я челнок завела сюда под эту нить, чтобы край получился ровным. Если этого не сделать, то нить убежит дальше. Так. Прибиваем. Стоять. Вот, сделали мы 3 ряда по нашей схеме. Красный, белый, зеленый. Теперь следующие 3 ряда. Вот этот участок опять повторять будем 3 раза. Зеленый, первый зеленый, второй белый и третий снова зеленый. То есть когда мы берем первый цвет, он дает 25% рисунка. Второй цвет тоже 25%, а третий 50%. То есть, ну, это повторяется третий, второй, третий, первый, третий, второй. И также вот в полотне видно. Вот он, третий нитки, третий, второй, третий, первый. То есть через одну основной цвет, вот он лежит между первой и второй. Ой, я надеюсь, что я понятно объясняю, потому что что-то я чувствую, что из меня объясняющий кто-то еще. Еще и криво держу телефон, простите. Продолжим. Надеюсь, что будет понятно. Теперь у нас зеленый, белый, зеленый. Вот эту схему. Тот же самый ход получается, только цвета другие. Красный можно убрать, зеленый, белый, зеленый. Вот у нас. Простите, что я вас так. Ну, хочу, чтобы все было понятно. Красный я, пожалуй, отрежу, чтобы он мне не мешал. Зеленый, первый, значит, первый снова мы поднимаем первый зеленый. Второй белый. Наверное, каждый раз не буду вам показывать, но думаю, что все запомнили уже. Первый пододвигаем вот этот, второй поднимаем, а третий вниз опускаем вверху. Ой. Запуталась нитка. Покажу поближе, что получается. Вот. Схема наша. Схема и то, что получается. 3 раза. Теперь следующее это зеленый, белый, белый. Опять же, вверх поднимаю. Будет у меня первый ход зеленый, второй белый, третий белый. Вот повторила я 3 зеленый, белый, белый. Вот получается вот такой рисунок. Можно сделать его подлиннее, повторить его еще больше раз. Простите за музыку, то у меня Эля упражняется. Ну, может быть, надеюсь, что вам не сильно мешает.
Зеленый, белый, белый. Можно, повторяю, что можно сделать еще побольше, но мне хочется уже желтый, зеленый, желтый, белый следующий будет. Также, все так же. Первая будет зеленая, вторая желтая и третья белая нить. Будем ткать с музыкальным сопровождением. Первый был зеленый, теперь желтый. Желтый такой, как раньше. Третий. Белый. И так повторим еще 3 раза. Вот зеленый, желтый, белый ряд. Так, где? Вот. И вот оно тут. Следующее будет белый, желтый, белый. Вот этот, то есть большая часть будет белая, и желтые только вот кончики. Но я думаю, что принцип понятен, и дальше вы справитесь без меня. Дальше, думаю, принцип понятен. Я думаю, что на этом, наверное, и все. Очень хочется надеяться, что у меня получилось объяснить это понятно и доступно. Я ни в коем случае не претендую на роль учителя, гуру или специалиста под качество. Нет, просто у меня получилось, и я вот на этом запале хочу поделиться этой информацией с вами, и думаю, что она будет кому-то полезна. В любом случае, желаю вам удачи, и буду рада увидеть ваши работы в технике кропборд. Всем удачи, всем пока!